Производство творческого коллектива «Камера. Польша». Рукопись, найденная в Сарагосе, по повести Яна Потоцкого. Автор сценария Тадеуш Квятковский. Роли исполняют Збигнев Цибульский, Станислава Яндрыка, Ига Цембжинска, Барбара Крафтувна, Оля Ракса, Казимиш Аполинский, Славомир Линдер, Леон Немчик, Эльжбета Чижевска, Гжиштоф Литвин, Беата Тышкевич и другие. Композитор Кшиштоф Пендерецкий. Оператор Мечислав Яхода. Художники Ежи Скваржинский, Тадеуш Мышорек. Режиссер Войцех Хас. Остановитесь, трусы! За мной! Там испанцы! Назад!
Вы мой пленник. Прошу не оказывать сопротивления. Эй! Вы меня слышите? Минуточку, уважаемый коллега. Я только посмотрю эти великолепные рисунки. А что там делает неприятель? Немедленно продолжайте погоню. Ну-ка, ну-ка. Очень интересно. Да, только жаль, что я не знаю испанского языка. О, это о моем деде. Графе Олавидесе. Здесь сказано, что он привел первых переселенцев в горы Сьерра. Капитан! Капитан! Нас окружают! Что делать? Закрой дверь, болван, я занят. Где мы остановились? По-моему, вот тут. В горы Сьерра-Морены. Это горный хребет, отделяющий Андалузию от Манчи. Там в мрачных ущельях скрывались разбойники и цыгане и цыганки, о которых говорили, что они пожирают тела убитых странников. А вот дальше. День клонился к вечеру. Как ты думаешь, успеем до ночи? До ночи? Даже 3 дней мало для того, чтобы перейти эти горы. А как быть с ночлегом? Сейчас быстро темнеет. Но иногда по этой дороге попадаются корчмы, но они давно заброшены, потому что там привидения. А если злые духи привяжутся к какому-нибудь месту... Ну и что тогда? Тогда лучше о них и не говорить. Путник, который осмелится заглянуть туда, должен быть готов к самому худшему. Не боюсь я ваших духов, я сам с ними расправлюсь. Сеньор, он правду говорит. Седлайте мулов и следуйте за мной. А ну, живо! Надо ехать по другой дороге. В этих местах шалят демоны. Они сбрасывают людей в пропасть. А ведьмы заманивают путников и душат их. Сеньор, поедем через Эстромадуру. Да, там так красиво, сеньор. Мы поедем через эти горы. Остановимся тут, под пробковыми дубами, и подкрепимся. Затем доберемся до Бента-Квемады, и там заночуем. Утром запасемся провизией и продолжим путь. А через 2 дня усталые, но гордые тем, что не побоялись трудностей, мы торжественно въедем в Кастилию. Я решил, это бесповоротно, и никакие силы ада не заставят меня отступить. Он нас погубит. Раз уж король Филипп V удостоил меня звания капитана Валлонской гвардии, мой офицерский долг — дойти кратчайшим путем до Мадрида. Молодой человек. Может, король и удостоил тебя звания капитана, зато здравый смысл не соблаговолил посетить твою голову. Даже нечем промочить горло. В такую жару вредно пить. Где погонщик? Все это мне не нравится. Сеньор капитан, Он сбежал и унес
все наши запасы. Он не сбежал. Это злые духи похитили москита. Не говори глупостей. Духи. Проклятый дурень. Мне сразу не понравились его плутоватые бесстыжие глаза. О, почему я не послушался брата Иеронима де ла Тринидад, святого монаха и проповедника? Москито! Он говорил, что офицеры Вавилонской гвардии еретики. Замолчи, дурак! Я поймаю его и переломаю ему все кости за то, что он струсил. Умоляю, не оставляйте меня одного в этих горах. Так поезжай ты. Нет, господин, я не поеду. Ну ладно, я с тобой еще поговорю. Москито! Сбежал. Две чужеземки, которые остановились в этой корчме, приглашают тебя на ужин. Соблаговоли, господин, следовать за мной.
Сеньор Кабальеро, благодарю тебя за то, что ты согласился разделить с нами наш скромный ужин. Утоли свой голод, прекрасный сеньор. Ты с утра, наверное, ничего не ел? Угу. Тебя удивляет эта встреча? Знаешь, что меня зовут Эминой, а мою сестру Зибельдой. Мы живем в Тунисе, но родом из Гренады, и там у нас есть родные. Они по сей день исповедуют веру своих отцов. Наше путешествие должно оставаться в тайне, и мы рассчитываем на твою скромность, сеньор. Так что мы надеемся на тебя, сеньор Кабальеро. А теперь, мой милый кабальеро, я расскажу тебе историю нашего рода. Слушай внимательно. Ты носишь в этом медальоне портрет своей возлюбленной? Нет, там святая реликвия. Это небольшой кусочек дерева от гроба Господня. Испугались? Только злые духи страшатся реликвий. Мы же мусульманки и не должны касаться ваших реликвий. Жаль, что наш близкий родственник исповедует чужую веру. Я? Ваш родственник? Да. Твоя мать происходит из рода Гамелес. И мы тоже принадлежим к этому роду. Я об этом никогда не слыхал. А вы не ошибаетесь в этом? Нет. Я тебе обещала рассказать историю нашего рода. Но, пожалуй, лучше, если расскажу свою собственную историю. Садись. Мы с сестрой с нетерпением ждали тебя. Если бы ты испугался и выбрал другую дорогу, мы бы потеряли к тебе уважение. Я не привык отступать от цели, которую себе наметил. Но скажи, пожалуйста, почему вас так интересует моя отвага? Нас интересуешь ты. Я? Ты, наверное, не будешь этим гордиться, если узнаешь, что за всю свою жизнь мы не видели ни одного мужчины. Моя сестра сказала правду. У нас не было братьев. И мы росли среди женщин в Серале. Так что мы не имели ни малейшего понятия о мужчинах. Но сама природа одарила нас склонностью к любви, и мы полюбили друг друга. Какая необычная история. Мы с сестрой поклялись никогда не разлучаться. Наша мама обещала нам никогда не принуждать нас к замужеству или выдать нас обеих замуж за одного и того же мужчину. И отец тоже обещал выполнить нашу просьбу при условии, При каком? что мы выберем себе мужа из древнего рода Гамелес. Значит, это я? Да, ты нам понравился с первого взгляда. Но моя религия запрещает двоеженство. Мы тебе нравимся? Даже очень. Разве мы не хороши собой? Еще бы. Ночь слишком коротка. Не будем терять время на пустые разговоры. Но мы не можем стать твоими женами, если ты не примешь магометанство. Только во сне ты сможешь Увидеть нас, но ты обязан сохранить в тайне все, что здесь узнал. Ты согласен? Подайте чашу. Не забывай своего обещания, Альфонс. Поцелуй меня. Как печально, что ты не мусульманин, милый мой кузен. Я была бы очень счастлива, когда, увидев тебя на ложе своей сестры, я бы знала, что и я твоя жена. Ага. Ага.
Следуй за мной, сын мой. Горе тому, кто из пагубного упорства не хочет признать грехов своих. Не ночуй под открытым небом. Не вводи себя во искушение, ибо Всевышний уже поднял свою десницу. Я все сделаю, как ты сказал, Святой Отец. Но плоть моя требует подкрепления. Думай о спасении своей души, а я позабочусь о твоем бренном теле. Странные вещи творились этой ночью. Ты случайно не ночевал в заброшенной корчме? Да, Святой Отец, я там ночевал. Но мне об этом не очень хотелось бы вспоминать. Дьявол вводит нас в искушение. Берегись сатаны и гордыни, сын мой. Да-да, это все сатана. Мне нравится твое мужество. Скажи мне, отважный юноша, кто ты и из какого ты рода? Ты веришь в духов? Я? Ну что вы?
Не бойся, не бойся, это одержимый, я из него изгоняю дьявола. Пашеко, Пашеко, именем Господа Бога я тебе приказываю погнать коз на пастбище. Ты видишь теперь, что натворил дьявол в этом несчастном краю? Я не жалею для него времени и надеюсь, что мне удастся его спасти. За последние дни я очень многого добился. Это он дует коз? Он. Удовлетвори мое любопытство, сын мой. Расскажи мне о своей жизни. Сочту за счастье, отец. Сейчас ты все узнаешь. Я происхожу из семьи, которая славилась своим мужеством не меньше, чем своими долгами. Отец мой, полковник Валлонской гвардии, был человеком очень учтивым и щепетильным в вопросах чести. Проклятие! Не будь я Ван Ворден. Ты поплатишься за это, нахал! Коня! Подать мне коня! Я ему покажу. Это плохо кончится. Сеньор, мне нужно с вами поговорить. Говорите. С глазу на глаз. Сеньор, я не имею чести вас знать. Вы меня сейчас узнаете. Сеньор. О. Прошу. Прошу, сеньор. Только после вас. Ни за что, сеньор. Прошу. Ваша карета, сеньор, обогнала мой экипаж. В таком поступке есть что-то оскорбительное для меня, и я попросил бы сеньора объяснить мне его. Сеньор, никто вас не обгонял. Это ваш экипаж. Так полз, что отстал от моей кареты. Ага, очень несправедливое замечание. Только жаль, что вы его не сделали прежде, чем я обнажил шпагу. Сеньор, я к вашим услугам. О. Сеньор, простите,
что я оторвал вас от трапезы. Стоит ли об этом говорить? Вы разрешите? Конечно. Извольте, сеньор. Извините, сеньор, но, может быть, обед еще не совсем остыл. Воды. Зачем он велел ей зарубить карету? Ему бы было сейчас прохладнее. Раз ее обогнали, она ему больше не нужна. Воды. Лучше бы продал. Такой господин ничего не продает. Он только уничтожает. Королевство. Королевство за глоток воды. Слышишь? Достать бы ведро воды, и мы бы с тобой стали богачами. Он, как видно, помешался на поединках. Если твой господин любит получать раны, можешь проститься со спокойной жизнью. Дьявол бы его подрал. Я бы дьяволу продал душу за каплю воды. Спасибо, красавица. Благослови вас Господь. Я пригласил вас, сеньоры, на свою свадьбу. Тех, кто хоть раз оказал мне честь скрестить свою шпагу с моей. Разумеется, тех, кто после этого остался в живых. Всадник! Всадник! Хоть вы и приехали сюда веселиться, господа, но помогите мне советом. Вот послание бургомистра Байон. Мой брат умер, и я должен вступить во владение нашим родовым замком в Орденнах. Мне предстоит сделать выбор, либо бросить службу у короля, либо потерять наследство. Так вот, сеньоры, я поступлю так, как вы мне посоветуете. Предоставляю решение вам. Прошу вас, почтенный сеньор, поторопиться. Обед подан, может остыть. Прощай, мой король, прощай, государь, прощай, солнечная Испания. А вас, сеньоры, я приглашаю на пир в мой замок в Орденнах. А кто же мне заплатит? Я опустошил весь свой погреб. Боже мой, какие убытки. Я разорен, я разорен. За мной! Вперед, сеньоры! Что может быть лучше нашей солнечной Испании? Напрасно мы приехали сюда.
Наверное, мне уж не придется распевать серенады под окнами у прекрасной сеньориты. Тихо. Не беспокойся. Им это безразлично. Не завидую я новобрачной. Как ты смеешь так говорить? Желаю вашему сыну поскорее родиться и приехать к нам в Испанию. Мы назовем нашего сына Альфонсо. Сеньоры, пируйте и веселитесь. А я, как настоящий испанец, выполню свой долг до конца. До конца, до Дорогая, этот дождь напоминает мне осаду Лериды, когда я в течение 3 недель стоял по пояс в воде. Славное было времечко. Я уже тогда славился своей предприимчивостью. И ровно 9 месяцев спустя я появился на свет. Славно ты рассказал эту историю. Я вижу, твой отец человек благородный. Унаследовал ли ты его достоинство? Хвастовство не является добродетелью, недостойной капитана Валлонской гвардии, святой отец. До того, как ты начнешь рассказ о себе, я пошлю Пашеку за козьим молоком свежего удоя. Нет, я обойдусь без молока. Меня воспитывали вдали от родительского дома, чтобы приучить к дворянскому образу жизни. Она достала золотой ключик и открыла им сундук. Когда крышка сундука откинулась, я увидел, что оттуда вылезает скелет. Я выхватил шпагу, но скелет, оторвав свою левую руку, воспользовался ею как оружием и напал на меня по всем правилам фехтовального искусства. Потом из сундука вылез второй скелет, выломал ребро у первого и изо всех сил стукнул меня им по лбу. Сын мой! Я тебя столько лет ждала. И, наконец-то, дождалась. Мой дорогой мальчик. Надеюсь, ты не забыл моих уроков Слова Божьего, сын мой? И моей школы фехтования. Нет, я даже преуспел в этой науке. Отлично, сынок, покажи свое искусство. Превосходно, превосходно. Дорогая Урака, не вмешивайся в мужские дела. Настал час показать тебе, сынок, мой знаменитый выпад. Должен предупредить, что он очень труден. Но если ты поймешь, в чем секрет, ты станешь одним из лучших фехтовальщиков в мире. Хо-хо-хо, ну, защищайся. Дорогая Урака, я участвовал в 160, да-да-да, сын мой, в 160 поединках. И я хочу передать тебе свой опыт. Аллей! Оп, фу! Опять не удалось. Дорогой, и все-таки ты был самым лучшим фехтовальщиком. Пусть же сын заменит своего отца. Тогда поезжай на родину. Да, поезжай. Испания лучшая страна на свете. Я постараюсь, чтобы тебя назначили капитаном гвардии Валлонской. Так вот я и прибыл в ваши края, а вчерашняя ночь... Ну?
Твой рассказ, сын мой, мне очень понравился. Я вижу, что тебя воспитали как настоящего дворянина. Однако, раз ты последнюю ночь провел в Вента-Квемада... о чем это я говорил? Ага. Я боюсь, как бы ты не стал жертвой 2 висельников. Мне бы не хотелось, чтобы тебя постигла участь этого одержимого Пашеко. Я ничего не боюсь. Мне, правда, говорили, что раньше встречались одержимые. Но теперь их уже нет. Да ты что? Разве ты не видел страшной фигуры Пашеко, у которого демоны вырвали глаз? Пашеко! Его рассказ послужит спасению твоей души. Сейчас я ему скажу, чтобы он начал. Пашеко, Пашеко, именем Господа я тебе приказываю, поведай свою историю нашему гостю. Я родился в Кордове, в богатой семье. Это ты можешь пропустить, Пашеко. Его мать умерла 3 года тому назад, а отец вторично женился на молодой вдове. Камилю де Тормес. Свадьба была в Севилье. День спустя мой отец вернулся с молодой женой и ее сестрой Инезильей. Дорогая жена, любовь моя, я купил пару мулов для твоей кареты. А тебе, прекрасная Инезилья, перстень с сапфиром. Дорогой мой, ты самый лучший муж на свете. И деверь тоже. Инезилья вне себя от радости. Не правда ли, Инезилья? Да, благодарю от всего сердца. Не ешь фруктов, Инезилья. Ты же знаешь, что тебе это вредно. Я весьма рад, что вы обе довольны. Камилла, я хотел бы после обеда услышать одну из твоих замечательных песен. Да-да, спой нам, Камилла. Пойдем со мной, сестра. Принесем гитару. Умоляю тебя, отец, позволь мне жениться на прекрасной Инезилье. Мы уедем в Мадрид и будем там жить, как в раю. Ты должен это выкинуть из головы. Во-первых, неприлично, чтобы сын женился на родственнице своего отца. Во-вторых, Святая Церковь запрещает такие браки. А в-третьих... Я люблю ее больше жизни, отец. А в-третьих, я не хочу, чтобы ты женился на Инезилье. Не плачь, Пашеко, я знаю, как помочь твоему горю. Если отец не позволяет тебе жениться на Инезилье, ты можешь стать ее возлюбленным, конечно, тайно. Боже, Инезилья, это ведь ангел чистоты. Разве я бы осмелился? Предоставь это мне, Пашеко. Сестра внемлет просьбе, с которой я обращусь к ней, скрипя сердце, Пашеко. Пашеко, Пашеко. Кто может устоять перед тобой? Короче, Пашеко, начни теперь с того места, когда твой отец отправился в Мадрид, увезя с собой жену и ее прекрасную сестру. Разлука с Инезильей была для меня невыносимой. Я тосковал и мучился.
Мануэла! Вента-Квемада? Да, вы там должны его ждать. Но ведь в горах Сьерра-Морены зверствуют разбойники. С тех пор, как повесили двух братьев Зота, там стало спокойнее. А Инезилья тоже сопровождает моего отца? Да, господин. Тогда не будем медлить. Инезилья. Я твой навсегда. Хозяин, подай мне хороший обед. Постель найдется? Господин, не ночуйте здесь ради святого Паризия. Почему? У вас нет чистой постели? Я мог бы принять весь королевский двор. Так в чем дело? Здесь поселились духи. Духи? Мы сами на ночь уходим в соседнюю деревню. Тут страшно по ночам. Ну что ж, придется переночевать с духами. Поступай как хочешь, господин, но позволь нам с женой уйти ночевать в другое место. Я покараулю, чтобы духи у тебя ничего не украли. А ты куда? Я боюсь. Нельзя шутить с духами. Тогда убирайся вместе с хозяевами, дурак. Пашека, вот мы и дождались. Твой отец уснул, а Инезилья ждет тебя. Ну, иди, иди. Пашека, поторопись. Смотри. Она. А теперь жди, я позову тебя. Пашека, Пашека, мы ждем тебя. Инезилья, Инезилья, скажи своему возлюбленному, что ты ему рада.
Ты будешь ее любить, а я всегда буду с вами. Поцелуй ее. Крепче. Ты любишь Инезилью, а я тебя. Я вас буду охранять. Но помни о моем условии. Ну, что ты скажешь, сын мой? И на тебя бы, наверное, напал страх в такой ситуации. Дворянин не знает страха. Он ничего не боится. В таком случае продолжай свой рассказ, Пашеко. Мне будет интересно послушать, что было дальше. Пашеко, Пашеко, именем Господа нашего приказываю тебе продолжать. Ну, я, конечно, бросился бежать от этой виселицы. И, пробродив до самого вечера, добрался до корчмы. Знаю, что ты хочешь сказать. Приди я немного раньше, и меня бы ждал ужин, достойный короля. Да, уже поздно, я должен идти. Ну да, вы же каждую ночь уходите в соседнюю деревню. Поэтому, сеньор, позвольте вас оставить одного. Вчера здесь останавливался дворянин из Кордовы в сопровождении 2 женщин. Ну, попытайся вспомнить. Дворянин из Кордовы. Если сеньор захочет ужинать, еда находится на печке. На печке? Пашеко! Пашеко! Освободи мне место рядом с тобой. Я дрожу от холода. Пашеко! Пашеко, дай мне прижаться к тебе. Это я, твоя Инезилья. Отойди от меня, сатана. Ты прогоняешь нас. Пойдем, сестра, разведем огонь в печке. В печке! Разведем огонь в печке! А я, видите ли, считал, что... Что ты теперь скажешь, сын мой?
Я вижу, ты убедился в могуществе сатаны. Уже поздно. Я не предлагаю тебе ночевать здесь. Крики Пашеку не дадут тебе спать. Иди в часовню. В часовню? Угу. В часовню. Ага. Но там его тоже будет слышно. Он ведь так громко кричит. Сын мой, я знаю, что говорю. Значит, в часовню. Ага. Там ждет тебя спокойный сон. Соверши перед сном молитву и покайся в грехах своих, сын мой. Еще не поздно воспротивиться злу. А я, по-моему, не грешил. Разве что во сне. Кто там? Нам холодно. Это мы твои возлюбленные. Ступайте к своей виселице. Я хочу спать. Спрятался в часовне? Издеваешься над нами? А ты выйди на кладбище. С удовольствием. На кладбище. На кладбище. Только утром. Ты что-то не в себе, сын мой. Да это и не удивительно. Сегодня ночью нечистая сила справляла свой шабаш. Козы блеяли. Черти любят принимать разные обличия, сын мой. Меня, святой отец, черти не берут. Потому что в тебе еще жива вера. Но сможешь ли ты ее сохранить? Сохраню, святой отец, сохраню. Ну, не стану больше тебя задерживать. Тебе предстоит нелегкий путь. Завтра ты будешь далеко от Сьерра-Морены. У седла ты найдешь провизию на дорогу. Покажите мне, отец, кратчайший путь в Мадрид. Я никогда не был в Мадриде, сын мой. Но мне известно, что в Мадрид лучше всего ехать этой дорогой. Благодарю и прощайте, святой отец. Запомни, сын мой, что Господь Бог уже поднял свою десницу. Сеньор Альфонс ван Ворден. Да, капитан Валлонской гвардии. Именем Святой Инквизиции ты арестован. Сеньор, изволь отдать шпагу. Постойте, сеньоры, я же дворянин. Я еще не видел такого скандального грешника, сеньор. Я думаю, он станет гораздо сговорчивее, когда предстанет перед лицом святого трибунала. Аминь. Я еду в Мадрид.
В соответствии с нашим уставом подсудимому предоставляется право предъявить обвинение самому себе. Признание, даже вынужденное, облегчит участь обвиняемого. Особенно, если он назовет своих соучастников. Ты знаешь двух африканских принцесс? Если ты будешь молчать, пеняй на себя. Я вижу, мне самому придется наставить тебя на истинный путь. Приступим теперь к первому испытанию. Сейчас ты, наверное, потеряешь сознание, но благодаря соли и спирту скоро придешь в себя. И тогда мы приступим ко второму испытанию. Альфонс! Что Альфонс? Какой Альфонс? Где Альфонс? Альфонс! Ты спасен, Альфонс! Сеньор Злато спешит тебе на помощь. Дорогой Альфонс! Альфонс! Кузен, ты проявил сверхчеловеческое мужество. Сейчас не время для поцелуев. Когда явится стража, мы должны быть далеко. Это и есть знаменитый сеньор Злато. Сеньор Альфонс, позволь тебе представить моих братьев. Чико и... Момо и Чико. Как это так? Ведь твоих братьев повесили? Ты об этом слышал, сеньор. Но теперь ты убедился, что они живы и здоровы. Я же их сам видел. Ты видел, сеньор, двух пастухов, повешенных для успокоения местного населения. Слава богу, что вас не повесили. Ой. Этим мы обязаны нашим быстроногим коням. Я очень рад, что мы не опоздали, и ты спасен. Желаю удачи, сеньор. Пью за твое здоровье. Нас окружили! Чико, ты будешь прикрывать отступление, а мы сядем на коней. Где моя шпага? Вот. Вот она. Идем. Осторожней, осторожней. Куда? Где мой конь? Ой-ой-ой. Не бойся, бей еще. Ой. Ой-ой-ой. 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 Ой. Ну, поцелуй меня. А теперь меня. Ах, как же я счастлива. Ты
рад нашей встрече, дорогой кузен. Кузен. Этот медальон вызывает у нас отвращение. Он нам мешает еще крепче любить тебя. Он не видит. Скажи, ты счастлив, кузен? Очень. Хотя должен признаться, что окончание той ночи, которую я провел с вами в Сырале, мне совсем не понравилось. Это была прекрасная ночь. Зато утро было намного хуже. Не будем больше говорить об этом. Вот шнур, сплетенный из наших волос, и талисман, который должен напоминать себе о нас. Талисман. Обычно считается, что любить можно только одну женщину, но это ошибка. Я одинаково люблю вас обеих. Мое сердце вас не отличает друг от друга. Прими нашу веру. И ты займешь трон Туниса. Сыраль, гроты, фонтаны. Нет, нет. Не будем говорить о королевствах, освященных солнцем. Ведь нас окружает мрак. Мы во власти сил ада. Как ты смеешь, несчастный, пребывать в обществе женщин из рода Гомелес? Все кончено. Отец не пощадит тебя. Прости нас, отец. Ты либо погибнешь позорной смертью от этого топора, а труп твой будет повешен рядом с братьями Зота, чтобы вороны могли выклевать тебе твои дерзкие глаза. Но ведь братья Зота вовсе... Либо ты выпьешь напиток из этой фамильной чаши. Пей. О, отец, ты бы тоже так поступил, чтобы спасти свою жизнь. Это просто недоразумение. Духи принимают столь разные обличия, что можно запутаться. Ты тоже чернокнижник? По-моему, для этого ты слишком молод. Хотя у тебя тоже веревка на шее. Ты храбрый человек, мне это известно. Но опыта явно не хватает. Тебя зовут Альфонс. Твоя мать происходит из рода Гомелес, а ты капитан Валлонской гвардии. Уйдем подальше от этого противного места, а потом подумаем, как нам быть дальше. Да, меня зовут Альфонс Ван Ворден. Я это знаю. Я вижу, ты немного ослабел. Вот чудодейственный напиток, он вернет тебе силы. Нет, нет. С меня хватит чудодейственных напитков. Нет.
Куда ты держишь путь? Я еду в Мадрид. Удачное совпадение. По дороге заедем в одно место, где нам подадут роскошный ужин. Никаких возражений. Едем, сеньор. Ага. Послушай, в книгах Нахсутани заключена мудрость халдейской науки. От песни песней мы находим самую высокую поэзию. В древнееврейском языке каждая буква является числом, а каждая фраза страшным заклинанием, которое, если произнести его с нужным придыханием и выражением, может сдвинуть горы и осушить реки. Тебе же известно, что Адонай при помощи слова создал мир и сам был словом. Вот место, где этой ночью со мной сыграли скверную шутку. Однако войдем? Мой конь. Невероятно. И мой? Ничего не понимаю. Конь и закуски. Какое счастье, что черти не успели все съесть. Недурно. Что? Что недурно? Вкусно черти едят. В аду, видимо, неплохо. Ага. Это что? Это твой медальон, сеньор? Значит, и ты провел ночь в этой корчме. Да, но я предпочитаю об этом не говорить. Это была чудесная ночь. Несмотря ни на что. Несмотря на что? Я тоже дал слово. Кому? Двум прекрасным дамам. И больше ни о чем не спрашивай, сеньор. Но нам пора. До Мадрида еще далеко. А ты знаешь, сеньор, куда надо ехать? Да. Вон туда. Но там я и попал в руки инквизиции. В таком случае поедем другой дорогой. Ты тут знаешь все тропинки? Чернокнижник находит их при помощи магии. Сделав небольшой крюк, мы выйдем на дорогу в Мадрид. Благодаря книгам Сефашар, особенно шифра Дженюта, мы познаем сифират, основы 10 элементов, создающих единство божества. Все это позволяет нам изучить силы пандемонического мира. Почему ты все время говоришь какие-то непонятные слова? Это меня развлекает. Так вот, эти силы управляют демонами, среди которых мы различаем привидения венгерские и польские, являющиеся трупами, выходящими из могил, чтобы насытиться человеческой кровью. А также испанские, которые, вселяясь в любое тело, придают ему желаемый облик. Спасите! На помощь! Именем Святой Инквизиции ты арестован. Изволь отдать шпагу. Альфонс ван Ворден, не сопротивляйся! Я Дон Педро Веласкес, как вы осмелились напасть на меня.
Безобразие. Измяли мне всю одежду. Не тот? А кто же это? Дон Педро Веласкес. Так он говорит. За каким чертом ты полез сюда? Я думал, что дороги Испании существуют для всех. Сеньоры бандиты. Тут для тебя нет дороги. Проваливай, пока цел. Наверное, тот поехал по другой дороге. Может быть, он вернулся в Вентеквемада? Мне сказали, что он едет сюда. Я что-то не вижу у вас желания извиниться передо мной. Ладно, не приставай, убирайся. В таком случае я прошу прощения, сеньоры. До свидания. Заноза. И мне нечем ее удалить. О. О. Плохо. Нам даже негде укрыться. Конечно, для того, чтобы обдумать ситуацию. Сеньор Альфонс ван Ворден. Да. Не советую ехать дальше, сеньор. Вас поджидают какие-то бандиты. Инквизиция? Да, это меня поразило. Откуда здесь инквизиция? И они приняли вас за Альфонса ван Вордена. Очевидно, приняли, раз напали на меня. По крайней мере, это так, по законам логики. Непонятно. Что же мне делать? Поедешь со мной в мой замок. Он находится недалеко отсюда. У тебя, оказывается, есть замок? Ты мне об этом не говорил. Что свидетельствует о благородной скромности, сеньора. Но они могут меня и там найти. В мой замок они не войдут. Мы поедем по той дороге. Если бы вы оказали гостеприимство и мне, у меня была бы перспектива спокойно провести ночь. Я знаю сеньора и уверен, что он не откажет вам в таком пустяке. Я буду рад, сеньор. Благодарю вас, сеньор. У вас я смогу на досуге поразмыслить над этим приключением. Если разум не привык к размышлениям, он может этого не выдержать. Разум человеческий способен воспринять все, если только уметь им пользоваться. Энрико, он приехал. Что-нибудь случилось? Не знаю. Господа, вы должны отдохнуть после долгого пути. Здесь ты в безопасности, сеньор ван Ворден. Мой дом к вашим услугам. 15 век. О, я вижу, ты знаток. Любознательность отличает человека от животного. Я смотрю, думаю и делаю выводы. Сеньор, я рад, что познакомился с тобой. И счастлив, что могу находиться в твоем обществе. Дружба умных и хороших людей может сотворить больше чудес, чем черная магия. Сеньор, здесь не место для беседы. Прошу вас в дом. Энрико, проводи гостей.
Вы должны были приехать через 3 дня. Я попал в затруднительное положение. Задержать капитана не удалось. Что же делать? Я сам еще не знаю. Во всяком случае, мы его должны задержать любой ценой. Я жду новых указаний. А кто второй? Будь с ним осторожен. Ну? Не задавай вопросов. Иди. И постарайся быть красивой. Ты мог бы меня предупредить. Ну, раз не предупредил, значит, не мог. Я почти убежден, что все это происходит по воле злых духов. Я склонен думать, что по воле людей, сеньор. Очевидно, кто-то заинтересован в том, чтобы с тобой случались странные вещи. Я очень тебе благодарен, сеньор. Может быть, с твоей помощью я найду ключ к разгадке этой тайны. Мне тут нравится. Покой, тишина. А ты продумай еще раз все, что с тобой случилось, сеньор. Всем ли ты доволен, сеньор? Не знаю, как тебя благодарить. Чепуха. Считай, что это твой дом. Благодарю, мне здесь хорошо. Мне действительно здесь хорошо. Я продумал еще раз все, что со мной случилось. И что же? Я пришел к выводу, что задерживаться мне нельзя. Нужно спешить в Мадрид. Думаю, что под покровом ночи я спокойно доеду и... Инквизиция зорко стережет все дороги. Быть может, сеньор Веласкес даст мне добрый совет. Нельзя доверять человеку, который ни во что не верит. Просто не знаю, что мне делать. Ждать. К твоим услугам книги. Вся мудрость и поэзия мира собрана на этих полках. Особенно рекомендую испанские истории. Сеньор Дон Педро, я наконец выход нашел. Выпей вина, пока можешь, и будь благодарен за каждый час, даруемый тебе судьбой. Сеньор, идем скорее. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты печален, сеньор? Так выпей доброго вина, лови миг, ибо скоро мы погрузимся в ночь, которой нет конца. Как ты могла оставить эту книгу? Если бы он прочел ее до конца, все события, описанные здесь, потеряли бы всякое значение. Хорошо, что он не успел ее прочесть.
Здесь происходят странные вещи. Я сам видел ее. Я только что держал ее в руках. Это все проделки нечистой силы. Я понимаю, сеньор, что разум твой восстает против явлений, для которых нельзя найти объяснение в структуре материи. Однако, будь любезен, расскажи мне все по порядку. Что ты ищешь, сеньор? Тут была книга. Я видел в ней виселицу, и вдруг эта книга исчезла. Тут никогда такой книги не было. Наверное, опять демоны? Да, они порой становятся назойливы. К сожалению, мир кишит духами и демонами. Заклинания и каббалистические знаки порой усмиряют их. Чепуха. Значит, ты не веришь в магию? Нет. Я могу тебя убедить. Сомневаюсь. Разве что я смогу сам все повторить. Правильно, сеньор. Но, пожалуй, не стоит сейчас продолжать этот спор. Рада тебя видеть, дорогой братец. Когда ты вернулся? Позволь тебе представить капитана гвардии Альфонса ван Вордена. Капитан, это моя сестра Ребекка. А это Дон Педро Веласкес. Сеньора? Надеюсь, гостям будет у нас хорошо. Идем, я хочу убедить тебя в могуществе оккультных наук. Извините, сеньора. От Аристотеля мы унаследовали утверждение, что мысль наша постигает лишь то, что... Сеньор Альфонс, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о том, что с тобой случилось с тех пор, как ты приехал в нашу местность? Сам не знаю, что тебе сказать. Меня, по-видимому, усыпили каким-то напитком и положили под виселицей. Значит, ты лежал под виселицей братьев Зотто. Ага. И они там действительно висели? А нет ли у них привычки иногда вылезать из петли? Безусловно, особенно ночью. Я вижу по твоей руке, что тебя часто посещают демоны. И что ты не знаешь страха перед людьми. Это действительно так. Я боюсь за тебя. Как я рада цыганам. Теперь с их приездом в замке воцарятся радость и веселье. Прошу прощения, сеньора, но у меня другие планы. Каковы бы ни были твои планы, ты ведь не откажешься провести несколько часов в нашем обществе. Здравствуй, сеньор Авадор. Рад тебя видеть. Твой брат, оказывается, дружит с цыганом? С цыганом? Ты увидишь, сеньор, какой это цыган. Здравствуй, сеньор Альфонс. Откуда ты знаешь мое имя? Наш табор кочует с места на место. А мои дочери, когда ходят и гадают, держат открытыми глаза и уши. Зачарованный замок. Жители Сьерра-Морены боятся приблизиться к нему. Не вижу оснований их разубеждать. Поэтому будет лучше, если большая часть моей свиты не последует сюда за мной. Сеньор Авадор,
Я знаю, что тебе пришлось пережить немало удивительных приключений. Это верно. Пожалуйста, расскажи, а сеньор Веласкес научит нас, как чувствовать поэзию, не ожидая помощи духов. Я раньше не верил в волшебство, но сейчас начинаю ощущать на себе силу твоих волшебных чар, сеньора. Любовь во всех концах света одинакова. Поверь, моя прекрасная сеньора. Итак, я начинаю свой рассказ о любовных приключениях. Многие из них так удивительны, что их можно было бы назвать волшебными. Когда мои воспоминания переносят меня в прошлое, я вижу бушующие страсти. Я слышу разноголосый гомон. Лови! Ты выглядишь умнее остальных, а у меня деликатное дело. Иди за мной. Я любовник одной молодой особы, но боюсь, что она проявляет некоторую склонность к непостоянству. Если ты увидишь даму в платье из такой материи, проследи, пойдет ли она в церковь или отправится в другую сторону. Возьми. А вторую получишь, когда выполнишь поручение. Ты муж, а не любовник этой молодой сеньоры. Я плачу за услуги, а не за то, чтобы ты вынюхивал, кто я такой. Смотри в оба, скоро начнется вечерня. Я буду ждать тебя в корчме. Любовников? Да, там. Что это значит? Меня сбила с ног твоя красота, сеньора. За тобой следят. Кто-то подозревает тебя в измене. Иди за мной. Передай перчатку Дону Толедо. Разреши отблагодарить тебя. Мне совесть запрещает брать деньги от обеих сторон. О. Ну подожди, красотка, все равно я до тебя доберусь. Что говорят карты? Мы поженимся с тобой под каштаном. Сама природа примет нашу клятву, а заря нас благословит.
Я потерял адрес кавалера Толедо, а меня там ждет ужин. На той стороне площади. До встречи. Кто знает. Рыба! Свежая рыба! Покупайте кувшины, горшки, тарелки! Белые гранаты! Рыба, кому свежей рыбы, кому свежей рыбы, рыба, кому свежей рыбы, рыба. Покупайте кувшины, горшки, тарелки! Сеньор Толедо, меня просили вам передать этот знак любви. Я благодарю тебя, приятель. О, я тронут твоей честностью. Ты не хотел бы поступить ко мне на службу? Это невозможно. Я дворянин. Я выбрал профессию нищего, чтобы ничто не затмевало блеска моего дворянства. Вот ответ, достойный испанца. Выпьем? Ведь жизнь человеческая полна превратностей. Почему сеньор так мрачен? Я великий грешник. Раньше я бросал одну любовницу ради другой, но понял, что при такой системе я теряю слишком много времени, и теперь я решил начинать новый роман, еще не покончив со старым, и высматриваю объект для третьего. Да, соблазн велик. В испанках есть что-то чарующее. Я клялся в любви каждой из них. За клятву преступления вас ждет кара. В аду на том свете. Вчера меня посетил мой друг с острова Мальты, некто Аквилар. Потомок древнего рода. Добрый христианин. Для меня самого до сих пор загадка, как мы могли с ним подружиться, ведь мы так не похожи друг на друга. Почему ты не пьешь? Я выпил целую бутылку, а твой бокал остался нетронутым. Ты меня не слушаешь? Я думал о солнце, которое видел сегодня. Одному Богу известно, увижу ли я его завтра. Разумеется, увидишь, если не будет тумана. Доживу ли я до завтрашнего дня? Наверное, у тебя сегодня поединок? Да. Могу быть твоим секундантом. О такой услуге я могу просить любого человека, только не тебя. Святая Мадонна! Ты снова поссорился с моим братом. Значит, в этом поединке я потеряю либо друга, либо брата.
Погибну, наверное, я. Жди, когда пробьет полночь. Если он действительно убьет меня, я явлюсь сюда и расскажу тебе, что ждет человека на том свете. Я не хотел приходить сюда, но голос неба приказал мне. Нет, нет. Ты убит? А есть чистилище на том свете? Есть! Я в нем нахожусь! Сеньоры, кто погиб? Почему вы не говорите, кто погиб? Толедо упал, потеряв сознание. Угу. Прошу простить, сеньора, меня зовут мои обязанности. И снова на самом интересном месте. Только настоящий мастер знает, как сохранить напряжение. У меня голова кругом идет от всего этого. Я уже не соображаю, где кончается действительность и начинается фантазия. Ты хотел, очевидно, сказать поэзия? Не понимаю, что ты имеешь в виду, сеньора. Давай разберемся. Я хочу рассказать тебе об основах геометрии. Когда я хочу начертать самую большую величину, я беру восьмерку в горизонтали, а затем при помощи единицы делю ее. А когда я хочу начертать бесконечно малую величину, я беру единицу и делю ее при помощи такой восьмерки. Но все эти знаки не дают представления о том, что я хочу выразить. Бесконечная величина — это космос, а самое малое — это корень, извлеченный из самой малой частицы атома. Это и есть определение бесконечности. Однако я этого не понимаю. Итак, если я этого не понимаю, не могу выразить, то я приближаюсь к поэзии. А поэзия очень близка к реальной жизни. Гораздо ближе, чем мы думаем. А вера? Эмпиризм приводит к неверию. Только человек темный, видя каждый день одну и ту же вещь, думает, что он ее понимает. Настоящий исследователь постоянно блуждает среди загадок Вселенной. Но блуждая, он все-таки шаг за шагом приближается к цели. Сеньор Абадора не успел досказать историю Дона Толедо. Я помню, ты говорил, что его очень испугал голос того света. Да. Он был не себя от всего случившегося. Его чувствительная душа не смогла выдержать этого испытания. Что ты задумал? Я хочу принять покаяние. Сеньор Кавалеро, разреши мне одно замечание. Голос, который ты услышал вчера, сообщил тебе только то, что ты можешь прочесть в любом катехизисе.
Не вижу оснований терзать себя преждевременным покаянием. Мой верный друг, кому довелось услышать голос умерших, тому суждено недолго оставаться среди живых. Постой. Попрощаемся здесь. Да, еще. Благослови, святой отец. Объясни все той даме, не вдаваясь в подробности. Благослови. Прочь! Ты мне нужен для одного деликатного дела. Я бы не отказался, дорогой Эвадора. Но, увы, меня ждет один клиент. Не волнуйся, я тебя заменю, ты быстро вернешься. Итак, слушай. Но должен тебя предупредить, мой клиент – дурак и скучный болтун. В каждом человеке можно найти что-нибудь интересное. Прячь. Ты помнишь, конечно, того сеньора, с которым я пил вино в вашей корчме? Это муж одной молодой благородной дамы. Передай ей незаметно эту драгоценность. Ты где пропадал весь день? Отстань, не твое дело. Я тебе покажу, не мое дело. Помогите мне вручить этого негодяя. Сеньор Лопес Суарес? О, когда я тебя вижу, я начинаю верить в колдовство. Ты хочешь сказать, что скоро меня навестишь? Неизвестно. Я сразу понял, что ты добрый человек. Но твое лекарство ужасно. Я дал бы тебе лекарство повкуснее, но мне твой лекарь не позволяет. Ну, садись. Садись, прошу тебя. У меня есть одна слабость. Я очень люблю музыку. И ты мне окажешь большую любезность, если сыграешь вот на этой гитаре. А теперь слушай внимательно. Я являюсь единственным сыном Гаспара Суареса, самого богатого купца в Кадиксе. Ты опять читаешь эти дурацкие романы? Я только смотрел картинки. Сын мой, я хочу отправить тебя в Мадрид. Наберешься опыта, посмотришь, как люди живут. Папочка, я хотел бы жениться. Сначала поближе узнай жизнь.
И запомни правила, согласно которым тебе следует поступать. Никогда не вступай в разговоры ни с кем из дворян. Они делают вид, что оказывают нам честь, а на самом деле стараются получить у нас кредит без соответствующих гарантий и обеспечений. Никогда не пользуйся титулом «Дон». Называйся Суарес и только. И в-третьих, никогда не обнажай шпагу. Этот обычай приносит гораздо больше вреда, чем пользы. И, наконец, 4-й пункт. Он важнее всех предыдущих. Ни в коем случае не общайся с банкирским домом Моро. Все члены этой семьи гнусные мошенники. Моро? Да, сын мой. Я тебе все о них расскажу. Хотя я состою в родстве с крупнейшими банкирскими домами Испании, твои удачные сделки с Филиппинскими островами побудили меня вложить в твое дело $1 миллион, чтобы участвовать в прибылях. Я очень польщен. Постараюсь удвоить твой вклад в наикратчайший срок. Можешь не торопиться, сеньор. Как жаль, что я не поторопился. Я полагаю, что вы меня знаете. Я Моро, королевский банкир. Один из моих родственников, сеньор Ливардес, недавно скончался. В его документах я нашел запись о том, что он вложил в ваше дело 1 миллион. Прошу вас вернуть мне эти деньги, поскольку я являюсь его наследником. Сеньор Ливардес вложил в мое дело $1 миллион. В будущем эта сумма удвоится или утроится? Не надо. Верните деньги. Пожалуйста. Вот деньги, которые внес сеньор Ливардес. А теперь слушай внимательно. Через 2 года мои корабли возвратились с тройной прибылью. Тогда я сообщил банкиру Моро, что ему причитается еще 2 миллиона. Мой хозяин, банкир Моро, просит вам передать, что капитал Ливардес уже внесен в книги, и что больше он этим вопросом заниматься не собирается. Но ему причитаются еще 2 миллиона. Прошу прощения, но мой хозяин об этом слышать не хочет. Это безобразие! Мне не нужны его подачки! Банкир Моро меня кровно оскорбил! Я начал добиваться своих прав, чтобы защитить честь своего имени и своего сословия. Я начал многочисленные процессы. Севильский суд признал правоту банкира Моро. Нас приговорили к уплате судебных издержек в размере 1000 пиастров. Не удалось добиться справедливости. 6 лет пропали зря. Я должен взять себе эти 2 миллиона? Какая подлость! Я возражаю! Подайте апелляцию! Видишь, сын мой, как много у твоего отца оснований, чтобы запретить тебе всякое общение с кем-либо из дома Моро. И что же дальше? Я попрощался с отцом и, набив карету романами, купленными в Кадиксе, уехал в Мадрид. Налей мне еще этой микстуры, добрый человек. Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Сентиментальные романы так сильно взбудоражили мою неискушенную душу, что я приехал сюда уже влюбленный до потери сознания, хотя тогда мне еще не было известно, в кого именно я влюблен.
Кавалеры сюда! Эй, красавчик, к нам! Ах, сеньор. О! Кто это такой? Сундук, сеньора, поставьте вальков. Прошу. Разрешите. Прочь! Прочь! Сеньор Дон Лопес Суарес, я в восторге видеть вас у нас в Мадриде. Я широко известен под именем... Дон Роке Бускерос. Мы родом из Кастилии. Сеньор Дон Роке, отец мне категорически запретил присваивать себе титул Дон и общаться с людьми дворянского звания. Сеньор Лопес, а мой отец, наоборот, наказал мне обращаться с титулом Дон к знаменитым купцам и искать их общество. А я такой же послушный сын, как и вы. Ваша осанка и элегантность, с которой вы вышли из кареты, очаровали меня. Это ваша, Дон Лопес? Сеньор Кабальеро! Моя. Какое интересное совпадение. Я как раз собираю такие безделушки. Прошу, рад вам услужить. Истинный коллекционер всегда имеет у себя два экземпляра, ибо не исключено, что одного из них он лишится при каких-нибудь обстоятельствах. А третий пригодится для обмена, если подвернется случай. Дон Роке, я только что приехал, я ужасно устал, и меня мучит голод. Ясно. Но у нас в Мадриде как-то не принято есть из одной тарелки. И мне неудобно. Очевидно, они забыли принести для вас вилку и нож. Эй, мальчик. Эй, мальчик. Подай прибор для сеньора. Эй, мальчик, подай прибор для сеньора. Бускерос мне рассказал новейшие мадридские сплетни, а я с нетерпением ждал минуты, когда смогу попасть в таинственный Буэн-Ретиро. Этот старинный парк часто упоминался в романах. У меня было какое-то предчувствие, что именно в этом парке начнется мое первое любовное приключение. Простите, вы ничего не изволили потерять во время вашей прогулки? Вы не ошиблись? Я потеряла золотой медальон. А не было ли на этом медальоне какой-нибудь надписи? Я вижу, вы уже знаете, что меня зовут Инес. А оригинал портрета в медальоне предан мне навеки. Прекрасный сеньор, позвольте вам заметить, что за находку обычно полагается вознаграждение. Простите, но я не знаю, что вы имеете в виду. Я поздравляю вас. Вы познакомились с сыном самого богатого купца в Кадиксе.
Я не давала повода к тому, чтобы со мной заговаривали незнакомцы. Дон Лопес Суарес. Пожалуйста, отдайте медальон. Отстань, отстань! Сеньор Дон Лопес, я отверг 20 приглашений и пришел обедать к тебе. Ты должен признать, что вчера я оказал тебе услугу. Ну, будто невзначай я намекнул сеньорите о том, что ты являешься сыном самого богатого негацианта в Кадиксе. Она сделала вид, что рассердилась на тебя, но только для того, чтобы показать, что твое богатство не произвело на нее никакого впечатления. Ты молод, умен, хорош собой, щедр. Но запомни, что золото влюбленным никогда не мешало. Как мы сегодня проведем вечер? Я хочу осмотреть город. Один. Ты уж извини, что я не могу тебя сопровождать. Ничего. Иди, черт с тобой. Отстань. Подаю Богому, сеньор. Подаю Богому, сеньор. Это был медальон моего брата. А? Ни слова, сеньор. Только скажи ему... Я могу тебе только одно обещать. В следующий раз найдешь мою вещь, получишь награду. Нас не должны видеть вместе. Лопес Суарес, сеньор. Что? Сеньорita Инес. Душа и глаза мои очарованы, запятая, и ты, прекрасная Инес, тому причиной. Тому причиной. Я в этом письме хотел собрать свои мысли. Но что делать, если они разбегаются? Так, разбегаются. Так. Эй! Дон Рока, отдай! Где ты? Дон Рока! Дон Лопес! Что же ты волнуешься?
Для того письма и существуют, чтобы их вручали. Я тебе опять оказал неоценимую услугу, сеньор. Позвольте, сеньорита. Странно, сеньор, что вы доверили такое письмо человеку назойливому и невоспитанному. И я написал его для собственного удовольствия, а этот подлец сеньор Бускерос у меня его украл. С тех пор, как я приехал в Мадрид, он словно злой дух преследует меня. Возьми, я не могу хранить у себя подобные непристойности. Сеньор, что бы ты еще хотела узнать? Мне хотелось бы узнать, кто ты такая и кто твои родители. У моего отца денег ничуть не меньше, чем у твоего. Я дочь известного банкира Моро. Моро? Будь проклята моя жизнь. Сеньор. Я не имею права даже и думать о тебе. Иначе меня ждет проклятие моего Что отца, случилось? который мне этим грозил, когда я уезжал из Кадикса. Что? Из Кадикса. Не верь ему, госпожа, и не отчаивайся. Эти маленькие крезы плохо клюют на приманку. Но рано или поздно приходит их черед. Пойди. Ну, деликатней. Не забывай, что я дворянин. Иди. Мне осталось только умереть, и поразит меня молния. Инес любит тебя. Она готова ради тебя на все. Ради меня? Она будет ждать тебя вон на той самой скамейке после захода солнца. Вторую не надо. Здравствуй, красотка. Да, Рока опять пришел. Я понимаю, Дон Лопес, что в твоем возрасте не стремятся к женитьбе. Но твоя отговорка мне кажется нелепой. Проклятие отца, которым он тебе грозил, когда ты уезжал из Кадикса, твое счастье, что мне удалось все уладить. Сеньор Дон Рока, добавь еще одну услугу к тем, которые ты мне уже соблаговолил оказать. Не ходи сегодня в Буэн-Ретиру. Инес туда не придет, но мне бы хотелось, сидя на той самой скамье, оплакивать свою судьбу. Слова, с которыми ты ко мне обратился, кажутся мне оскорбительными. Они наводят меня на мысль, что мое самопожертвование не пришлось тебе по вкусу. Сеньор. Жасмин расточает волшебный аромат. Зелень деревьев стала ярче. А ведь ты только что прошла под ними. Что же делать с сердцем, в котором ты изволила? Я бы мог, конечно, предоставить тебе одному оплакивать свои несчастья. Но если бы пришла очаровательная Инес, кто помог бы тебе исправить твои оплошности? Это ты читаешь? Так как все равно делать нечего, я тебе расскажу одну историю. Не могу я Ты слушать. мне найдешь очень много поучительного. У меня всегда была склонность к юриспруденции, но мне надо было узнать людей и жизнь.
подумала, что это один мой родственник, с которым я должна была поговорить наедине. Я не знаю вас, и мне не ясна цель вашего визита. Я попал в вашу спальню совершенно случайно. Мне надо было выяснить, кто тут живет, кто владелец. Я посвятил себя юриспруденции и изучаю жизнь людей. Это другое дело. Нам всегда приятно узнавать, что происходит у других. До того, как ты проснулась, госпожа, твой супруг кричал, что к нему в окно лезет окровавленная голова. Я его что-то не понял. И вот это очаровательное. Сеньор Дон Рок, уже поздно, а я... Мне думается, Дон Лопес, что когда человек рассказывает вам такую захватывающую историю, неприлично его перебивать. Я не намерен выслушивать твои объяснения. Я остановился на том, как она... Сейчас я вам все объясню, сеньор. Итак, я дочь королевского офицера. И зовут меня Фраскита Соляро. Еще в своей юности я любила смотреть на прохожих. Фраскита, Фраскита, будь скромнее и серьезней. Ах, оставьте, мама. Как я могу быть серьезной с такими элегантными юношами? Вы ничего не потеряли, прекрасная сеньорита. Тем хуже для меня. Если бы потеряли этот крестик, я бы его поднял и сохранил как память о вас. Фраскита, отойди от окна. Тот юноша больше не появился у окна. Моя чудесная женушка. Мое счастье. Ты любишь своего муженька? Конечно. И больше никого на свете? Никого. До свидания. Что там у тебя, малыш? Письмо для сеньора Фраскиты. Дай мне его. Я отец сеньора Фраскиты. Ступай. Перстень. Что за перстень? Жду тебя, твой Пеннафлор. Фраскита, ты меня любишь? Люблю. Значит, ничто не должно мешать нашей любви. Упокой, Господи, душу раба Твоего, и с миром прах ему в обитель свою. Отличный выпад, Дон Рамиро. Надеюсь, что ваше искусство поможет вам разделаться с графом Пеннафлором.
Мне кажется, что ему уже недолго осталось быть грозой мужей. Стоит ли мне прекращать его любовные похождения, если мне придется расплачиваться за его смерть? Где бы мне достать 100 дублонов, чтобы после дуэли уехать отсюда? Я охотно дам тебе 100 дублонов для такой благородной цели. Сегодня ночью убит его сиятельство граф Пенафлор. Пенафлор. Из письма, обнаруженного нами у одного из злодеев, мы узнали, что ты, сеньор, заплатил 100 дублонов за это гнусное злодеяние. Я никогда в жизни не видел сеньора Пенафлора. Вчера ко мне пришли 2 человека с векселем на 100 дублонов, выданным мной еще в прошлом году. Показать вам его? Нет, не надо. Я веду только уголовные дела. В торговые сделки я не вмешиваюсь никогда. У меня к вам больше вопросов нет. Прощайте. И извините за беспокойство. Это правда, что ты велел убить этого сеньора? Ты же его не знаешь. Но я бы отправился в паломничество к святому Якову из Компостелли, если бы верил, что мне будут отпущены все мои грехи. Занятная история. Да. И представь себе, с того дня в нашем доме стали происходить удивительные вещи. Забери свои 100 дублонов! Дон Диего! Дон Диего! Неплохо придумано. Ты, наверное, уже понял, что графа Пеннафлора мы придумали только для того, чтобы напугать моего мужа и заставить его совершить паломничество. Служители закона, а также все наемные убийцы были подставными людьми. Так вот откуда взялась окровавленная голова. Так ты понял, сеньор, что я не тебя ждала сегодня? Довольно. Ты выслушай до конца, сеньор. Да скажешь, в другой раз меня ждут неотложные дела. Сеньор Дон Лопес, ты хочешь меня оскорбить? Да, я не вижу другого способа избавиться от тебя. Ну и обрадуется твой папаша, когда я его вызову на твои похороны. А? Ну? Ну. Так, и вот на чем я остановился. Ага. Итак, в ту же самую ночь резко изменилась ситуация, и я познал еще одну сторону жизни. Твое счастье, что моя шпага не убила, а только поцарапала тебя.
Потерпи немного, спокойней. Я сам улажу все твои дела. Даже не рассчитывай на благодарность. Только жаль, что ты своим нелепым поведением прервал мое повествование на самом интересном месте. Так вот, слушай. В ту же самую ночь ситуация изменилась, и я познал еще одну сторону жизни. Ну и что? Что дальше? Сеньор Дон Лопес. Сеньор еще слаб, ему нельзя двигаться. О, какое длинное. От кого письмо? Скажи, в чем дело? Ну, чего ты нетерпеливый? Оно от прекрасной Инес. Все будет исполнено. Объясни мне, что случилось? Прекрасная Инес просит тебя явиться к ней сегодня вечером. Меня? Завтра свадьба. Ты доволен? Прийти в дом Моро? А как я туда попаду? Ты можешь мне объяснить, как я попаду Помолчи. туда? Ведь их дом охраняется. Есть старый испытанный способ. Не беспокойся. Я берусь все уладить. Ну-ка. Да, сеньор. Ну-ка, ну-ка. Оп. Ты бы без меня пропал. Которое окно? Первое, второе, третье, четвертое, третье. Второе. Третье. Вот окно прекрасное, Инес. Как бьется сердце. Это очень трогательно, сеньор. Но смотри, не провали всю затею. Я постараюсь не подвести тебя. Сеньор, напряги все силы. Счастье не дается даром. Да-да. Как только я хлопну в ладоши, сразу поднимайся в рай. Готово. Спасибо. Маркиз, весь трепеща, стал подниматься по веревочной лестнице на балкон герцогини. Скажи, ты убит? Да, убит! А есть ли чистилище на том свете? Нет, и я в нем нахожусь. А в ту ночь гроза была? Молния сверкала, как в аду. Наверное, поэтому Бускерос и перепутал окна. Так значит, это ты душа бедного грешника? Душа? Эй, куда ты бежишь, приятель? Сеньор Толедо. Сеньор, оставь послушай. меня, грешника. Что-что?
Значит, конец покаянию. А откуда ты об этом узнал? Мне рассказал Дон Лопес Суарес. А кто это? Купец из Кадикса. Не понимаю, как это случилось? Бускерос перепутал окна. Бускерос. Ага. Первый раз слышу. Но ты его как-нибудь приведи ко мне, я хочу знать подробности. Как ты думаешь, та молодая дама, которая тебе дала перчатку, еще верна мне, а? Несомненно. Ну тогда все хорошо. Иди отсюда, иди. Мне пришлось разыскать этого наглеца, сеньора Бускероса. Прошу тебя, не прерывай свой рассказ. Прости меня, но мне нужно уделить несколько минут этому человеку. Фраскита рассказала сперва свою историю Бускеросу. Тот Лопесу Суаресу, а этот, в свою очередь, сеньору Авадоро. Ну как тут с ума не сойти? Сначала как будто все очень просто. Может показаться, что история подходит к концу, но первая история рождает вторую, а вторая третью. Да, это что-то вроде непрерывных дробей, которые можно продолжать до бесконечности. Я капитан гвардии, а не философ. Твоя математика — это мертвые числа. Числа, которые вы называете мертвыми, 0 и плюс-минус единица, дали когда-то Архимеду и Ньютону божественную власть. Я верю, что они очень уважаемые люди, но я о них не имею ни малейшего понятия. Люди словно слепцы, блуждающие в лабиринте улиц незнакомого города. Улицы ведут к определенной цели, но мы почему-то боимся идти вперед, а возвращаемся назад или топчемся на месте. Я вижу немало улочек, которые пока ведут в ничто. Надо только найти новую комбинацию, и сразу все станет ясно. Ибо человек не может придумать ничего такого, чего не мог бы раскрыть другой человек. Прошу прощения, но я уже ничего не понимаю. Вернемся к нашей истории. Кавалер Толедо обрел прежнее веселье и душевное равновесие. А я отправился на поиски несносного сеньора Бускероса. Мне повезло, в тот самый день нас столкнула судьба. Ты мне нравишься. Беру тебя на службу. Благодари небо, открывшее перед тобой столь прекрасные возможности. Наверное, до сих пор ты не встречал таких дворян, как я. Я могу тебе доказать, что тоже получил воспитание, достойное настоящего дворянина. А нищим я стал не по своей вине, а по воле всесильного Рока. Я благородного происхождения. Это меня устраивает. Пойдем, сеньор. Я думаю, что вначале ты не станешь очень утруждать себя у меня на службе, ибо не будешь получать никакого вознаграждения. И не рассчитывай на приличную одежду. А что касается твоего питания... Скажи, сеньор, ты случайно не тот Дон Бускерос, которому многим обязан некий Суарес? А? Да, это я. И я бы, несомненно, довел дело до конца, если бы из-за этой дурацкой грозы не перепутал окна. Но еще не все потеряно. Дон Толедо хочет познакомиться с тобой, сеньор. Толедо? Угу.
сочту для себя за честь. Я узнал, что отец молодого Суареса прибыл из Кадикса и остановился в этом доме. Но, не дождавшись сына, отправился в город. А куда может пойти человек, приехавший из провинции, а? Конечно, в церковь. Ошибаешься, благородный бродяга. Только в трактир. А в какой? Безусловно, в ближайший. Смотри, ни глотка вина. Плащ на плечо. Поправь жабо. Нет, твое дело. Иди вперед. Да не может быть, сеньор. Ты должен признать, что Кадикс более значительный город, чем Мадрид. А тебе известно, что сеньор Суарес мог вести торговлю только благодаря деньгам, которые ему судил некий сеньор Ливардес. А потом банкир Моро должен был начать процесс, чтобы вернуть миллион, который Ливардес дал Суаресу. Процесс начал не Моро, а Суарес, чтобы заставить Моро принять 2 миллиона, которые явились прибылью от вложенного капитала. То, что дом Суареса, ведущий торговый дом Испании, такая же непреложная истина, как то, что ты неосведомленный болтун. Благодарю тебя за компанию. Я вижу, сеньор, что ты почтенный коммерсант. Твои слова, сеньор, доставили мне удовольствие. Я Гаспар Суарес из Кадикса. Меня зовут Мурадеро. Тебя мне послало небо. Я понял из твоего разговора с этим сопляком, что ты хорошо знаешь жизнь. Я к твоим услугам. Я отправил сюда своего сына и не разрешил ему называться Дон. Правильно общаться делаешь. с дворянами. Весьма разумно. Обнажать шпагу. Вы воплощение мудрости. И представь себе, мой Лопес называет себя Дон Лопес. А единственный человек, с которым он свел дружбу, это какой-то дворянин, зовут его Бускерос. Как я вас понимаю. И мало того, он дрался на дуэли и был выброшен из окна. Поэтому я решил немедленно его женить. Не знаешь ли ты, сеньор, какой-нибудь девушки из добропорядочной семьи? Знаю. Какое удачное совпадение. Ее отец, известный коммерсант, тоже впал в гнев и заявил, что отправит ее в монастырь, если она в течение 3 дней не найдет себе жениха. Я бы охотно с ней побеседовал. Она явится сегодня же. Как в корчме? Девушка из семьи почтенного коммерсанта? Инкогнито, но надо торопиться. Прошу. Сеньор заплатит. До свидания. Но ведь я... Ты убедишься, наконец, какого друга ты приобрел в моем лице. Ты должен признать, Дон Лопес, что всю эту сложнейшую операцию придумал благородный Дон Бускерос. По твоему выступлению в кабачке, когда ты так мудро встал на мою защиту, я сразу понял, что ты отлично разбираешься в торговых делах. Однако, прости, сеньор... Мурадеро. По-моему, твое имя мало известно в коммерческих кругах. Видишь ли, сеньор, я... Понимаю. Наверное, обстоятельства мешали тебе испытать свои силы в делах, достойных твоего таланта. И тогда я... Не думай, что я легкомысленна, сеньор. Это далеко не так. Я пришла, потому что неожиданный гнев моего отца заставил меня искать спасения. Я глубоко уважаю семью Суарес. О, поверь, я восхищен. Сеньор, ты собираешься жениться на сеньорите Моро? Ты сказал Моро? Значит, ты приставал к моей сестре, сеньор, не имея серьезных намерений. Но позволь, сеньор, это недоразумение. Раз ты стоял на коленях перед моей сестрой, значит, ты молод и можешь со мной драться. Бери шпагу или прыгай в окно. Как в окно? Сеньор, ты должен защитить свою честь.
Отец. Сын, я же тебе запретил заводить дружбу с дворянами. Я дружил только с одним, отец, а он, оказывается, дружит и с тобой. Тебе не следовало драться с ним. Не забудь, сеньор, что ты еще держишь шпагу в руке. Лопес, почему ты выбрал именно дочь Моро? Не забудь, сеньор, что ты недавно сам стоял перед ней на коленях. К сожалению, сеньор Гаспар Суарес, твой сын поступил весьма необдуманно. Добиваясь руки моей дочери, он оказал бы нам только честь. А он попытался залезть к ней в окно. Его поведение было, несомненно, результатом неприязни, которую ты ко мне питаешь, из-за 2 миллионов, которые я, по-твоему, должен был принять. Поэтому я приму их, если ты позволишь мне прибавить к ним еще 2. Я отдам их твоему сыну вместе с рукой моей единственной дочери. Ловко ты все это подстроил, сеньор. Ну, просто комедия. Вот это комедия. Ну, а чем кончилась эта история, ты уже, наверное, догадался. Лопеса перенесли в дом его будущего тестя, и надо полагать, что старания Инес посодействуют его скорейшему выздоровлению. А сейчас я был бы не прочь послушать, чем кончилось твое ночное приключение, а? Это твоя маленькая Фраскита была действительно такой восхитительной. А? Но историю, которую ты упомянул, я ведь рассказывал не тебе, а молодому Суаресу. Да-да, но молодой Суарес рассказал ее моему приятелю, а он, в свою очередь, рассказал ее мне. Я вижу, сеньор, что у тебя удивительная память. Но ввиду того, что тебе уже известна история Фраскиты, мне следует перейти к истории ее мужа и рассказать тебе, каким образом он завел знакомство с одним бедным и несчастным юношей. Прошу. В ту же ночь ситуация резко изменилась, и я познал еще одну сторону жизни. Кто ты такой? Этот знак доказывает, что я посланец сатаны. Перестань преследовать меня. Сгинь! Преследовать.
преследовать? А 100 дублонов, которые ты уплатил за голову графа Пенофлора? Что тебе нужно от меня? Это твой кошелек. Но, как видишь, граф перед смертью успел удвоить ставку за твою голову. Не убивай меня. Не убивай. Ничего. Это не надо. страшно. Не надо. Сейчас. Должен признаться, сеньор, что ты очень развлек меня. Я в тебе не ошибся. Прости меня, сеньор, что я говорю о вещах, само упоминание о которых является грехом. Однако эта история очень поучительна. А какова судьба прекрасной Фраскиты? Овдовела. Ах, да. Она вышла замуж за своего любовника и с тех пор ведет себя безупречно. Кстати, вот она. Что ты говоришь? Это же Донья Ускарес. Фраскита. Пойди к нему, он так обрадуется. Он, наверное, сохся от любви. Как же быть? Я не хочу ее видеть. В окно, другого выхода нет. Она говорила, что у нее не было любовников до меня. На свете есть еще и другие прекрасные женщины. Ой! Толедо. Сеньор Толедо. Бегите! Толедо. Без паники. Без паники. Вставай. Я обязан все это продумать еще раз, но только более тщательно. Сеньор. Прощайте, друзья мои. Твоя шпага? Нет. Ой. Так тебя. Ой. Он ведет довольно утомительный образ жизни. Нужно потребовать, чтобы под каждым окном установили лестницу. А то можно без ног остаться. Из-за чего они дерутся? Из-за чего могут драться дворяне? Что здесь происходит? Господа офицеры гвардии разошлись во мнении. Этот будет пятым. Какой удар! Наверное, этого человека оскорбили. Его даже не успели оскорбить. Вот это герой, настоящий мужчина. Такой никого не испугается. Вы продолжаете настаивать на своем? Ничто не заставит меня изменить свое мнение. Если я не ошибаюсь, храбрый офицер, дравшийся в тот день со столькими противниками, был твой отец, сеньор. Да, в хронике его поединков упомянуто такое событие. Желая избежать ссоры, он дрался с утра до вечера. 5 он ранил в полдень, а 7 вечером. И правильно сделал. Он пытался предотвратить ссору. Так закончилась эта история. Вы хотели, чтобы я рассказал вам о своих приключениях? Надеюсь, что я вам не наскучил. Но пора расстаться.
В расставании... Прошу прощения, сеньора. В расставании тоже есть своя прелесть. Тебя вызывают по важному делу. Но ведь здесь говорили мне... По-моему, сеньор, у тебя осталось мало времени. Альфонс ван Ворден, мы ждем тебя. Кто ты такой? Мое имя ничего тебе не скажет. Приветствую тебя на земле Гомелесов. Ты, наверное, узнаешь теперь во мне отшельника. А на самом деле я шейх из рода Гомелес. И ты находишься здесь, потому что не обманул наших надежд.
Шейх, я капитан Валлонской гвардии. Настала минута открыть тебе тайну нашего рода. Пророк благословил вашу любовь. Каждый из них скоро станет матерью и продолжит наш род. Мы испытывали тебя не один день. Мы должны были сначала убедиться, что ночь, проведенная тобой здесь с ними, принесет спасение роду Гомелес. Ибо ты единственный мужской потомок нашего угасающего рода. А все твои приключения были заранее подготовленной игрой, чтобы проверить, насколько ты благороден и отважен. Значит, твои люди были духами и привидениями? А чернокнижник? Наш слуга. И Пашеко тоже. Он испанский акробат. Бедняга потерял глаз, когда делал двойное сальто. Если ты мне скажешь, что и Веласкес, то я не поверю. Нет. Этот скептик доставил нам много хлопот. Но мы рассчитывали, что Ребекка нам поможет. В этой книге ты найдешь точное описание всех твоих приключений. Может быть, прочтя ее, я что-нибудь и пойму. Конец допиши сам. Да прикоснется всемогущий Аллах розой счастья к твоему челу. Поцелуй его, Зибельда. Я буду счастлива видеть его в твоих объятиях. Каждый раз, когда я вас вижу, я с беспокойством думаю, что больше не встречу вас. Возможно, что мы больше не встретимся с тобой. Но мы всегда будем жить в твоих воспоминаниях. Что же, в расставании есть своя прелесть. Ну а сейчас, когда мне все известно, признайтесь мне, кто вы такие на самом деле? Альфонс, закрой глаза. Ну? А когда услышишь свое имя, пойдешь за нами. Ну что?
А доберемся ли мы засветло? Доберемся. На этот раз наверняка доберемся. Где вы были? Мы искали наших мулов. Готовьтесь в дорогу. Быстрей! Его надо перековать. Удобная комната, мягкие постели, полный покой. Вот чем славится моя корчма. Меня все считали умершим. И очень радовались. Все этому безумно радовались. Один только их отец, шейх, огорчился, увидев меня такого слабого, с подорванным здоровьем. Обед для сеньора. Живо! И две чужеземки, которые вчера остановились в этой корчме, приглашают тебя на ужин. Что ты говоришь? Где?